10 лет назад она сошла с ума, потому что ей нужна была она. 10 лет назад, в 99-м, был написан первый хит для группы «Тату». Через год, осенью 2000-го, Юлия Волкова и Елена Катина замутили своими нежностями мировую общественность. Их продюсер Иван Шаповалов тогда нес околесицу, рассказывая о собственном революционном креативе, и ни разу не упомянул своего партнера Елену Кипер. Если бы не она, группа «Тату», может быть, и появилась на свет, но была бы совершенно другой. Если бы не группа «Тату», Елене Кипер не пришлось бы замаливать грехи. Сегодня фамилия Кипер в шоу-бизнесе на первых позициях. Она снабжает Лолиту дискотечными боевиками, она работает с десятком начинающих групп и даже выполняет важный госзаказ. О синдроме «Тату» и его лечении – история Натальи Нарсисян и Любови Камыриной. Ну чего, генофонд нации, давайте. Свет, надевай наушники. Видишь, гибнет. 2 месяца назад музыкальный продюсер Елена Кипер ангажирована Первым каналом для записи фонограмм к новогоднему телеразгуляю. Спортсмены шутят. Одноразовый дуэт Мыскина и Хоркина, Настя и Света, черненькая и беленькая, как будто великовозрастные тату. Продюсеру Кипер потеха. Не виноваты мы, они сами пришли. Отлично! 9 лет назад. Премьера клипа «Я сошла с ума» в российском телеэфире. Наспех срифмованный скандал. Автор текста Елена Кипер. Любой психолог скажет, что песня, она зомбирует человека. И не просто зомбирует, она его программирует. Мне разные люди из разных стран мира рассказывали, что было у них с девочками, которые влюбились в образы тату. И какова была судьба этих девочек. И на самом деле, я не буду называть это грехом, это не грех. Это лично я что-то сделала, что в дальнейшем принесло другим людям какие-то неприятности. И, соответственно, я и себе это сделала. Почему? Да? Потому что после тату вокруг меня еще какое-то количество лет были сплошные отморозки. Ну вот если говорить о том, что каких людей притягивать стало. То есть, понимаете, как мне это сказать? Отморозки. Что я имею в виду? Нет, неправильно сказала. Не отморозки. Больные люди. Доброе утро. Это программа «Впрок». Смотреть ее так же приятно, как делать выбор, когда он есть. 11 лет назад. Журналист Елена Кипер, ведущая телепередачи «Впрок». На съемках заказной халтуры для регионов она была ангажирована начинающим продюсером, бывшим детским психотерапевтом Иваном Шаповаловым. И профессионально, и лично ангажирована. Обнявшись, Иван да Лена рванули в шоу-бизнес. Они точно знали, их не догонят. Шаповалов и Кипер, родители группы «Тату», произвели на свет не мышонка и даже не лягушку. Личные взаимоотношения были, конечно, а их не могло не быть. Но сейчас понимаю издалека, что закончиться хорошо наши взаимоотношения не могли вообще. Потому что мы все были больны. Совершенно серьезно. Я была без головы. Я так думаю, что в тот момент, ну, скажем, без головы в том смысле слова, что я еще не обрела в тот момент своего понимания, зачем я вообще тут. Ну, то есть, что мне вообще нужно и хочется говорить, что мне хочется говорить людям. Это просто хочу сказать, ты такая симпатичная. Вышел фильм Лукаса Мудисона, датчанина «Покажи мне любовь». Ну, там вот девочка одна влюбляется в другую девочку в школе. И на протяжении всего фильма она очень скромная девочка. Такая вся вроде бы правильная. Вдруг она чувствует в себе, что она влюбляется в девочку. Для нее это для самой шок. Ей стыдно, и она не знает, как с этим быть. Фильм такое европейское кино в лучших традициях, все немножечко так темновато, грустновато, депрессивно. И оттуда, из этих образов, родились образы тату. А вот и я. А вот моя новая девушка. А подвинуться нельзя ли? Мы трахаться идем. Это было весело, это была авантюра.
Да вообще можно сказать, что большинство музыкальных проектов – это авантюры. Это авантюры, когда приходит в голову что-то такое, а давай попробуем. Мне, безусловно, было приятно получить мировые награды за это все. Но что за этим стоит? Да всех несло. Всех несло. Просто в шоу-бизнесе наркотики появляются сами собой. То есть вот они откуда-то вдруг раз и возникают. И один вопрос: удерживаешься ты от этого, а наркотики приходят вместе с деньгами. То есть пришли деньги, пришли наркотики. Вот. И уже потом неадекват. Крышу снесло. Я в нем разочаровалась. Как в человеке, как в личности. Все хорошие люди уходят от Вани. А что произошло там у Ивана, я вообще себе представить не могу. Когда я его однажды встретила, он был в своей Поднебесной долгое время. И когда он спустился, за ним вот пришел шлейф каких-то пьяных, каких-то жутких людей. И выглядели они все как бомжи. И, в общем, все это было ужасным зрелищем. И я даже не знаю, что сейчас. Та самая поднебесная башенка гостиницы «Пекин», где была штаб-квартира «Тату», она же притон продюсера Ивана Шаповалова. Сейчас там банкетный зал для очень серьезных людей. За минуту съемок золоченых интерьеров просят $1000. Неадекват вполне в шаповаловском духе. А след Ивана простыл. Где-то за пределами Садового кольца эксплуататор детского труда бессмысленно и беспощадно тратит миллионы. Их количество неизвестно даже его бывшему партнеру. Со мной даже никто ничего не заключал, никаких договоров. Потом, когда уже коснулась, я говорю, Ваня был в неадеквате. Потом, когда коснулась, а где договор на песню «Нас не догонят», лежал договор, подписанный не моей рукой вообще. Я потом, когда получила эти деньги, уже из-за рубежа, когда я заключила там контракты, после того, как в суде забрала свои права, да, то, в общем, деньги пригодились. Они пригодились на то, чтобы дальше развиваться, на самом деле. Пять лет назад. Елена Кипер «Ничья». «Ничья» – такое название она дала проекту по продвижению собственного редкого обаяния. Тату-образный вокал с повизгиванием во второй октаве. Просто экспериментно отсуженное сбережение. Просто по инерции. После неудачной бомбардировки телеэфиров клипами группы «Ничья» станет ясно – дивиденды нулевые. И пока вообще лучше сбежать в себя поглубже. Безусловно, карму тату отработать пришлось. Это абсолютно точно. Но отрабатывать пришлось очень тяжко. Это была такая внутренняя работа. Я такое количество книг, каких-то не просто психологии, религий, психологии. Я такое количество прошла. Обработала содержание, которое нужно было, переработала внутренне в себе содержание такого количества книг и учений, да, чтобы мне выплыть из этого. Но я серьезно, это не драма какая-то, не трагедия, просто я точно знала, что для того, чтобы мне выжить в хорошем смысле слова, прийти к здоровому образу жизни, нужно себя очень сильно изменить. Месяц назад. Репетиции в чисто убранной квартире Елены Кипер. Она продюсер хорошо причесанной группы «Кватро». Чистый мед вокализами в уши. И чтобы народонаселение за душу брало, это, кстати, вполне официальная установка. Производитель программ для Первого канала предложил после долгих наших знакомств друг с другом делать артиста, создать. И мне-то на самом деле уже в этот момент стало интересно больше, что в этой стране могло бы дальше произойти. Я имею в виду культуру, в принципе, национальную.
если поддержка Первого канала, а тем более эту группу очень поддержал Кремль. У них очень серьезное образование хоровой академии, в которой они с 8 лет учились. Это то, с чем мне хочется быть, с кем мне хочется работать, с кем мне хочется создавать новое и красивое. Просто уже после 30 точно понимаешь, вот, наверное, даже в этот момент, что теперь каждый год твоей жизни – это на вес золота. Ну, правда. Через считанные недели Елена Кипер впервые станет мамой. Имя Ваня даже не рассматривается.